Представьтесь, пожалуйста. Фурсов Роман Викторович, младший сержант Вооруженных сил Украины, 203-й авиационной бригады, подписал контракт 4 августа 2016 года. 8 февраля 2017 года был откомандирован приказом начальника генерального штаба в 58-ю отдельную мотопехотную бригаду, в 16-й отдельный мотопехотный батальон, в роту огневой поддержки. Был определен командиром отделения противотанкового взвода. Когда и от кого вы получали задачу в преддверии, перед тем, как попали в плен? 22 числа 11 месяца меня вызвал командир роты, старший лейтенант Данилко, позывной «Север», и сказал мне прибыть на КНП 3-й роты 16-го батальона для уточнения задачи у командира роты с позывным ТОР. Что это за рота? 3-я рота состоит из бывшего батальона «Донбасс». Общаются они только по позывным. Я спустился в свой блиндаж, попил чай. Спустя час я выдвинулся на КНП 3-й роты 16-го батальона «Донбасс». Там уже возле блиндажа находились 7-10 человек, которые живо обсуждали какие-то события. Через время вышел командир 3-й роты ТОР для пояснения задачи, которая предстоит было сделать. А что они обсуждали? Обсуждали, что чтобы занять эту позицию Сепарскую на трассе Бахмутка. Командир 3-й роты сказал, что там слабое охранение, сепары дежурят по 2 человека, остальные не будь какие вояки, так что мы можем ее захватить без всяких усилий. Там даже нет пулеметов. Увидев меня, показал на меня пальцем, сказал: ты подготовь, пришел, подготовь, значит, свое вооружение по окончании захвата позиции. Надо выставить вооружение, то есть ДШК и СПГ, для дальнейшего продвижения на поселок Фрунзе. Это вроде бы сказано было вышестоящим командованием. Что еще он говорил? Ну, уточнил, мне сказал, чтобы я возвращался и готовил вооружение, чтобы было все в порядке. К 11 часам мы должны были взять позицию. И чтобы я поднес вооружение с боекомплектом. На подгруппы на какие-то разбивал он людей? После этого он распределил
начал распределять людей по группам. 3 человек в ударную группу, 1 сапера, и радист и снайпер должны были идти следом. Связь мы должны... Я хотел возразить, но не стал. Уточнил лишь только, как я могу связаться. Он сказал, связь будем держать через рацию. Будет условный сигнал, 3 протяжных, 1 короткий сигнал по радиостанции. Какие радиостанции? Радиостанция Моторола. После чего он сказал идти мне готовить вооружение, а сами остались обсуждать дальнейшие планы. После чего я удалился на свою позицию. Сколько вооружения вам дала команда подготовить? Я сказал ему, что у меня есть 1 СПГ и 1 ДШК, более нету. Он занервничал. К утру 23 ноября вы должны были что подготовить? Я должен был подготовить 1 пулемет ДШК с вооружением и личным составом и 1 СПГ с боекомплектом. Из командиров рот кто еще присутствовал на постановке? Присутствовали командиры рот СКИФ, КЭП и командир взвода минометки. Каким образом развивались события дальше? Я пошел на свою позицию, проверил наличие вооружения, работоспособность. Сказал личному составу отдыхать, к 11 часам быть готовым к выдвижению. Подготовили боекомплект, 20 выстрелов СПГ, 2 короба ДШК и 5 лент. Как утром 23 числа развивались события? 23 числа в 7 часов утра я услышал стрельбу и взрывы. Стал наблюдать за происходящим. И через полчаса, через 30 минут ко мне подошел раненый солдат 3-й роты с позывным «Боец» и сказал, там нужна помощь по эвакуации раненого. Я выдвинулся в сторону позиции, где продолжался еще бой. Хотел вытащить тяжело раненого. Произошел взрыв, меня ранило, я упал в траншею и заполз в блиндаж. То есть 22 вечером, когда вы ушли, командир 3-й мотопехотной роты продолжал постановку задач? Да. Звание, фамилия Тора, командира батальона 16-го? 3-й батальон, он ведет себя обособленно и общается исключительно только по позывным. Я знаю командира 3-й роты по позывному Тор. Командира батальона, он прибыл перед ротацией, я его знаю по позывному Алекс.